Из прошлых видео мы уже знаем, какие бывают декораторы, как они применяются и как с ними работать. Теперь нам надо разобрать еще одно понятие– это фабрика декораторов. По сути, фабрика декораторов– это просто функция, которая возвращает декоратор. Преимущество такой функции в том, что мы можем передать туда какие-то свои параметры и использовать их внутри декоратора. Давайте рассмотрим небольшой пример. Здесь при помощи фабрик декораторов происходит логирование свойств и параметров класса. И при этом мы внутрь передаем свой параметр, который будет применяться внутри декоратора при логировании. Сама фабрика декораторов выглядит следующим образом. Это функция, которая принимает наш кастомный параметр и возвращает декоратор. Вот таким вот образом. То есть вот возвращается декоратор. Внутри самого декоратора мы можем использовать наш параметр. Вот таким образом. Реализация всех остальных декораторов будет аналогичная, то есть это просто логирование. И давайте запустим код, посмотрим, э, что мы увидим в консоли. Вот, собственно, наш параметр применяется. Теперь я хочу предложить рассмотреть еще один пример. Он немножко посложнее, но тем не менее. У нас есть продукт-сервис, внутри есть какой-то список продуктов. У него есть три метода. Это метод getProductById, byPriceRange и обновление продукта. И мы первые два метода логируем и кэшируем. То есть, во-первых, еще одно свойство декораторов заключается в том, что мы можем применять последовательно несколько декораторов, и они будут срабатывать. И второе, мы рассмотрим реализацию кэширования при помощи декоратора. Декоратор кэш принимает два параметра key и время сброса кэширования. Оба параметра опциональные и генерируются там автоматически из дефолтные значения в случае, если они не переданы. Реализация этих методов выглядит таким образом, то есть здесь просто поиск продукта по ID. э, Здесь мы фильтруем по min и max price, и обновление выглядит таким образом. Покажу потом, зачем нам нужно обновление. Реализация лог метода, лог декоратора выглядит следующим образом. Это у нас опять-таки, это у нас не просто декоратор, это у нас фабрика декораторов. Именно поэтому нам необходимо здесь указывать пустые скобки, несмотря на то, что никакие параметры мы не передаем. Так как это фабрика декораторов, нам нужно открыть скобки. Ну и здесь возвращается просто декоратор, который осуществляет логирование. И самое интересное– это кэширование. У нас есть ключ, сюда мы передаем функцию, которая будет генерировать ключ, и сюда мы передаем время жизни кэша. Дальше, собственно, сама реализация декоратора кэш. Мы здесь создаем мэп для нашего кэша. Здесь будет ключ, а здесь будет значение и время, когда время жизни кэша заканчивается. Здесь мы получаем это время жизни кэша, здесь мы получаем ключ. И дальше, собственно, сама реализация декоратора. Мы переопределяем метод, который лежит в descriptor value. Здесь мы пытаемся достать значение из кэша по ключу. Если оно есть, мы его возвращаем. Точнее, если оно есть и оно не expires, мы его возвращаем. В противном случае мы вызываем наш оригинальный метод и кэшируем значение вот таким вот образом. Ну и теперь, чтобы убедиться в том, что это работает, я предлагаю создать экземпляр класса Product Service, вызвать у него метод getProductById с идентификатором единица, затем проапдейтить этот продукт, переопределить его цену на другую и снова вызвать этот метод. И мы сделаем это дважды, когда у нас кэш здесь включен, а потом мы его закомментируем. Ну и, собственно, запускаем с включенным кэшем. Видим, что у нас price 1200. А теперь я закомментирую значение, перезапускаю, и мы видим, что у нас прайс поменялся на 999.
То есть вот таким образом работают фабрики декораторов, где мы можем передавать какие-то кастомные значения и использовать их внутри декораторов.